кто-то. Данный смартфон, к сожалению или счастью... Опа. Говорил в пустоту. Ладно. Всем привет, вы на канале Польза.нет Лайв, меня зовут Сани, и здесь мы занимаемся интерактивными обзорами. Что значит интерактивный обзор? Вот нас сколько будет в онлайне, не знаю, 100 человек, может быть меньше, потому что смартфон не особо интересен, это бюджетник, и мы с вами решаем, стоит этот смартфон приобрести или нет. Плюс тестирую Апривас его. Вот сейчас его увидите, это самый дешевый в линейке, новый Redmi Note 13 4G, есть еще 5G, и мы это обсудим чуть-чуть позже по поводу линейки. Почему? Потому что я буду все это дело гонять, вот это 13 Pro 5G. И еще у меня 13 Pro Plus 5G, глобалки. И до этого я покупал китайские версии. И все сравним и все обсудим. Если вы хотите краткий обзор, то смотрите на основном канале Польза.нет. Нас там 423 тысячи подписчиков. Если хотите супер краткий обзор, вы можете посмотреть благополучно канал под названием Польза стримы и Польза, точнее, лайв. На Польза лайв я одним кадром обязательно расскажу про этот смарт. Сразу не тяну кота за яйца, скажу вам, извините за мой французский, очень некорректно, но главное без мата, ладно. Постараюсь больше так не выражаться. Так вот, у этого смарта сейчас, вот на данный момент, я проверяю стоимость, и у меня она выходит в 5 секунд, если с купоном 12 098 рублей. 12 098 рублей. И если вы смотрите обзор сейчас, то идите купите его, потом продадите. Потому что я не думал, что они так скинут. Ну, по сути, у них проблема. Хьюстон, у нас проблема. Почему? Я сейчас вам объясню. Потому что этот смарт благополучным образом... Сейчас я запостил. Этот смарт благополучным образом будет в магазинах, ну не знаю сколько, 16-18 тысяч. Это раз. Второй момент. Они до этого продавали Poco и Xiaomi. Я думаю, вы прекрасно понимаете, что одна платформа. И вот до этого они продавали смартфоны под названием Poco M6 Pro. И, разумеется, это разные смарты, но Poco M6 Pro они любыми способами и средствами пытались продать. У них ничего не получилось с Xiaomi, потому что они одновременно с Poco, который недораспродали, запустили распродажу. И в итоге что мы получаем? Мы получаем, что данный смарт стоит нереально малых средств. Насколько нереально малых? Ну вот смотрите, за 12 тысяч... Это просто нереал. Ну, это просто... Вот я сейчас стрим собирался делать, я думал, он 14 стоит. А он у меня стоит 12. Как так может быть? Это притом не без списания баллов. Если говорить о удобстве использования, давайте откровенно, за 12 штук ничего не купить аналогичного. Но если вы будете покупать какие-нибудь Tecno за 14-15 на тех же распродажах, вполне возможно, вы получите что-то адекватное. Почему адекватное? Пока он грузит тесты, я вам кратко расскажу, в чем его плюсы, в чем минусы. Все тесты мы пройдем, пока он грузит игруху. Но самое важное, что вы должны запомнить, это то, что у него даже 400 тысяч баллов в Antutu нет. Что это такое? Ну, это очень печально. То есть, если у вас есть 400 тысяч баллов в Antutu, вы можете сказать... Сейчас я 5 секунд. Просто у меня основное это мои подписчики, которые сейчас в телегах сидят. И я удивлен насчет ценника. Если они еще X6 и X6 Pro также сделали, то... Но хотя, мне кажется, они Xiaomi пытаются продавать. Так вот, 400 тысяч это некомфортная мощность. Что это значит? Это 99,9 в периоде. Это мы с вами будем проверять. Что здесь нет 60 FPS, точнее 120 FPS на том же YouTube. Что максимум там сама операционка показывает 120 Гц. И экран хоть хорош, но вы же четко понимаете, что за эти деньги вряд ли сюда что-то супер топовое запихают. Но в то же время про экран сразу скажу, что он неплохой, потому что здесь не капля. За 12 тысяч, чтобы вы понимали, это $120. Здесь стерео, здесь сим-карта и карта памяти, лоток гибридный. То есть можете запихать одну симку и карту памяти, либо сим-карту и еще одну сим-карту.
Плюс здесь не глючит датчик приближения, что для меня удивительно. Не самая мракобесная вибра. И внешне я бы не сказал, что он убогий. Разумеется, здесь Type-C-шник. Я вот собирался просто долго рассуждать по поводу ценообразования, какого черта даже 14, а сейчас начал проверять и слегка потерял дар речи. Если говорить про целесообразность перепродажи, ну, особо вы много не заработаете на этом деле. Почему? Потому что, ну, согласитесь, что смарт дешевый. Сколько вы там штуку накинете на 12 тысяч? Но для себя, я не скажу, что прям must have, но устройство очень крутое. Очень крутое. И кто бы что ни говорил, мне интересно, что он там покажет в обычном PUBG. Понятно, в PUBG New State я не вижу смысла его гонять. Напишите, пожалуйста, как со звуком, как со светом, есть ли претензии и что бы вы хотели поменять. Вот видите, даже 50 человек в онлайне на подобный смартфон пришло. Знаете почему? Потому что у нас коллектив. Коллектив энтузиастов. Напоминаю, что мы обсуждаем только железки. Все, кто хочет обсудить что-то другое, уходят в бан навсегда. Везде. Видео пишет максимально дешмански в 1080p 30 fps, но в то же время фотографии я уже скидывал в личную телегу. Я сейчас скину еще раз. Сейчас 5 секунд. Не очень грамотно все сделал. Вот. И если говорить про возможности, способности, все. Вроде бы все сделал в итоге. Как у кого день прошел, давайте делиться впечатлениями. Понятно, что я решил какое-то безумство устроить в плане загрузить сюда Диабло. Но у меня есть смутное ощущение, что он сможет его вытянуть. Может быть, я не уверен. А телефон получше, чем Samsung A14. Понимаете, я Samsung A14 не тестировал. Вот. Не туда. И, наверное, надо его купить для того, чтобы прикинуть, стоит ли он своих денег относительно этого. Понятно, что бюджетники, но с другой стороны, как много людей этих бюджетники покупают. Samsung A14. Сейчас 5 секунд посмотрю, сколько он стоит. Ну, начнем с того, что Samsung A14 вообще с капли идет в экране вместо дырочки. И это прям мракобесно. Второй момент. Рамки у него просто нереальные. Нет, Samsung рядом не лежал даже в одинаковую стоимость, не говоря уже о том, что его надо минимум за 15 покупать, получается. Exynos 850 это тоже мракобесие еще то. Хорошо, приобрету, расскажу. Надо приобретать А14? Напишите в комментах, кто смотрит стрим, либо потом. Ничего ж себе, А14 одинаково стоит? Где он за 12 тысяч, Евген? Скиньте мне, пожалуйста. Всем привет, попадаю на 3-й стрим. Ну, мы зачастили. Ну, я спойлерну, у нас еще впереди минимум 7 стримов. Почему? Потому что у меня ROG Phone 8 Pro, потому что я хочу прогнать, получается, 5 секунд. Посмотрю, я что-то не совсем понимаю, как я камеру настроил. Ну, нормально. Вот, потом я хочу прогнать Redmi Note 13 Pro, может, послезавтра, в воскресенье как раз. ROG Phone 8 Pro, Redmi Note 13 Pro Plus. Понятно, распродажа кончится, но она все равно когда-нибудь еще раз будет. Потом, что у нас еще есть? Два Magic, Honor Magic 5 6 и Honor Magic 6 Pro. Samsung S23 Ultra. Это вот из горячего. Ну и пока хватит. Пока вот такой мини-план. И еще хочу iPhone погонять с кулером. Я уже скидывал.
То есть мы подключим вот так благополучно эти два устройства и будем, не знаю, я буду играть часов 6, надеюсь. Ну или сколько яблоко выживет без кулера. А потом, может быть, подкинем кулер с беспроводной зарядкой, посмотрим, сможет ли он выдавать что-нибудь вот с этой вот штукой от OnePlus. Не зря же я ее купил. Надо ж протестировать. А-серия неинтересна. Universal, ну, с одной стороны, да, с другой стороны, это топ продаж у них. И сказать, что абсолютно глупо с моей стороны делать обзор. Ну, обзор, наверное, да. Стрим — это только посмеяться над ними, потому что за такие деньги это дичь. Ну, это просто дичь. Я просто сейчас открыл, я не знаю, где дешево найти. Подождите, я на Авито сейчас поищу. За орехи они их отдают. Ну дичь. Ценник прям лютейший, плохой. Ёшки. Samsung возврат. 11, 8, 6, 9, БУ, 10, 11, 8, 9. Вот, 11 новый. Ну, а опять же, по дизайну мне больше А14 нравится, если не смотреть на экран. Давайте, да, куплю. Сейчас я отмечу себе, что купить. Завтра займусь очередной закупкой девайсов. Крепкого здоровья и всех благ. Спасибо, я как-то ушатался в последнее время. Я не знаю, почему. Он что, докачал все? Ёшки. Прикиньте, докачал. Сейчас я ее первый раз запущу. Если запустится, дальше мы идем по характеристикам. Быстренько поиграем в PUBG, который я уже скачал. Покажу вам тротлинг-тест. И, в принципе, я думаю, мы за час даже управимся по поводу полного раската данного устройства. Я хочу еще отметить маленький момент. По возможности подпишитесь на телегу взаимопомощи скидок и мою личную телегу. И сегодня я выгрузил обзор на Samsung S24 и сравнивал его сейчас с iPhone 15. И специально оставлю себе на Exynos S24, куплю на Snap. Вполне возможно, сделаю в обзоре на Snap уже сравнение S24 на Snap и на Exynos. Чуть-чуть. Почему чуть-чуть? Потому что, знаете, как пишут, что чего ты доколупался до Exynos? Вообще нормальные смарты. А давайте вместе подумаем. У них основные приоритетные рынки — это США и Китай. Что они выгружают в США и Китай? На каком процессоре смартфоны? Я спойлерну вам. Они выгружают на Снэпе. То есть можно долго и упорно делать красивое лицо и говорить, что, друзья, какая разница? Бегите покупать на Exynos. Но я вот советую на Exynos не брать, потому что для двух самых основных рынков вряд ли они будут себя подставлять, правильно? Ну что, он даже двигается. О, призов, конечно, море. Мы сейчас все откроем, все эти любимые тестировочные штуки наши, которые есть сшитые нашего прекрасного Xiaomi, и попробуем поиграть. Но это потом будет, что тяжело ему сразу видно. Начнем с чего? Начнем с того, что я сейчас ISO подберу, и вы будете смотреть на характеристики. Так, вроде все норм. Смотрите, в начале Geekbench, да, он даже его прошел. 5 секунд. History. История у нас. Понятно, что это где-то на уровне Poco X3 Pro в 2 раза меньше. A52s. Мультикор ниже Poco X3 Pro. То есть, в принципе, если у вас есть Poco X3 Pro, разумеется, смысла переходить на новое устройство нет. Так, давайте-ка еще ISO. Вроде всем все видно. Если говорить про Antutu, очередной раз покажу, что все печально, что неудивительно, в принципе. 375 тысяч, но у меня минимальные характеристики. Опять же, хочу отметить, что минимум надо
Уже 500. Чтобы ничего не тормозило, а так будет все фризить. 6,5% нагрев, 4% съело. Это прям все неплохо. Мракобесный здесь, разумеется, storage тест. 55 тысяч. С другой стороны, мы такое недавно видели, помните? То есть это не совсем плохо. Это UFS, это не MMC. И по устройству лучше зайти в... Давайте PCMark покажу. Кстати, как-то он у меня разрядился вообще серьезно. 8 часов 36 минут в PCMark и 7000 баллов в Antutu. Ой, вот в PCMark он выбивает. Ну, неплохо. Опять же, сейчас вы увидите яркость. По поводу системы и всего остального. Понятно, по поводу съемки максимум 4К. Отсутствует, разумеется, у нас максимум 1080p 30 fps. И это предел, что он может. И на фронталку такая же история. 1080p 30 fps. Разумеется, ничего другого здесь нет. Если говорить про съемку, вот эти 108 мегапикселей можно фотографировать, но все это будет долго. Если фотографировать на обычную камеру, все норм, плюс еще и ультраширик появился. То есть еще и режим портрета, ночи, всего чего. Притом фотография, не скажу, что ужасные здесь. За 12 тысяч они прям супер. Кому не слышно меня, напишите, пожалуйста, потому что я вижу, что микрофон работает. Universal сейчас будет. Если ты пишешь, что нужно ближе, значит будет ближе. Пойдет? Так, 5 секунд. Из интересного еще. Разумеется, что здесь сканер отпечатков пальцев находится в экране, что для бюджеток прям очень удивительно. Если говорить про АОТ, разумеется, он обрезанный 10-секундный, но мы это видели и в Poco, которая X6, X6 Pro. Сканер работает огонь. Если датчик приближения брать, я говорю, я его тестировал, у меня было все хорошо, но сейчас мы проверим еще раз. Так. Так. 5 секунд. Надо, чтобы вы видели. Вот звонит. Раз. 2. 3. Ну, я думаю, по свету и так видно. Давайте вот так вот прям. Ну-ка, еще разок. По-извращенски. Звонок. Да, работает. Работает, и я предположу, что он здесь физически, а не ультразвуковой, хотя вряд ли кто-то будет разбираться, если это дело работает, правильно? Какая нам разница? Саша, привет, чат, привет, Рамзес, привет. У нас сегодня анти-тусовка, потому что людям не особо интересен данный смартфон. Что, в принципе, неудивительно, потому что это ультрабюджеты. Помните, что если люди пришли, значит, пришли пообщаться. Так, сейчас все слышно. На телефон стрим, прям качество, прям шумы одни. Вы шутите? Но я могу кондиционер вырубить, и шумов будет меньше. Но для этого мне надо найти пульт от кондиционера, который я, мне кажется, не найду сейчас. Говорится, нечаянно, но факт. Вот так вот подготовился. Все подготовил, кроме того, чтобы пульт взял. Вот так лучше вам? Этот шум называется музыка, может быть. Николай Хромов, я не знаю, у кого что с динамиками. Здесь шуровский микрофон, еще и с активацией подавления шума. У меня музыка прерывает та, что на фоне. Голос норм. Ну ладно, потише сделал музыку. Так, что еще интересного? Давайте яркость померяем. И как он долго будет держать у нас яркость. Мы уже увидели, что все работает. Удивительно, но факт, все работает. Про яркость. Нам же не важно, что они там пишут. Яркость на максималку. И я с радостью могу констатировать, что яркость здесь больше, чем в Samsung S24. Где там фанаты Samsung S24? Сейчас я вам покажу. Дисплей. 734 запомнили?
Вот яркость Samsung S24. Если ты не включаешь Extra Brightness, тогда она выводит в 1100, но она все равно скидывается, то да, то официально заявляю, что этот смартфон более яркий, чем Samsung S24. Дневной режим включаю, смотрим. Не особо что-то меняется. Автонастройку врубаем, включаем. Я сейчас еще дневной, еще и шим мы проверим, но позже. Так, и... Меня нервирует, когда долго смартфон думает. Но в целом 1800 люксов. В смартфоне за 12 тысяч рублей 1800 люксов яркость. Но даже если он ее сбросит через 5 секунд, а он ее не сбрасывает, к слову, очень даже круто. Ну, не надо писать, я все помню. Я все помню, к сожалению, для Samsung. Но он у меня все равно будет в топе в итоге, увидите. Просто когда ценник сбросит. Недолго он держит, но чтобы рассмотреть что-то, видите, волнами пульсирует. Все. Недолго музыка играла. Быстро он перегрелся. Я не понимаю, почему он ушел в... Я понял, это не он сбросил. Это я ступил. Автоотключение экрана где? Центр управления, строка. С другой стороны, а какого... Ну ладно. Я не вижу автовыключения экрана. Активный экран. А вот здесь понятно, что на 10 секунд. Вот, спящий режим. Надо 10 минут поставить, и все. Нам поможет потом. Все, теперь можно тестировать. Как же не помочь смартфону, который стоит реально немного, да? То есть экран стоит этих 12 штук однозначно. Хотя он и все равно прыгает. Я через уши слушаю, все норм. Хорошо. Сегодня тебя очень слышно, в другие дни было нормально. Вообще Ctrl-C, Ctrl-V. Ничего не поменялось в настройках. Могу усиление включить по децибелам. Сейчас 5 секунд. Просто говорю я не в... Вообще, зачем усиление? Надо усиление звука или нет? Напишите, пожалуйста. Компрессор, эквалайзер, повышающий компрессор, усиление. Усиление окей. На 3 децибела лучше будет? Вот вам так лучше или нет? Если лучше, то оставлю пресет. Привет с Кирова, и вам привет. Ну, в общем, в целом, яркость в автонастройке 800 люксов держит, и неплохо. Иногда, видите, на пике он прыгает. То есть ты отходишь, бах, на солнце. Но греется. Притом батарея высаживается довольно быстро. Было 32%, стало 30%. Дальше измеряем шим. Вспоминаем бесшимный самсунговский дисплей, у которого 40% шима. И понимаем, что, как мне говорят, а ты на эту позицию, в которой 40% шима, просто не выставляя экран, и все, яркость. То есть запомни себе позицию и радуйся жизни. Я говорю, меня очень сильно умиляют вообще логика народа. Опа, 17%. Сейчас у меня бы камера открылась. Я думал, что все продумал, но нет. Очередной раз эпичный фейл. Вот, так что продолжим про смарт. 33 ватта здесь зарядка идет в комплекте, чехол идет в комплекте, дешманский, не дешманский, но идет. Зарядка, в принципе, абсолютно нормальная. За час 20 он заряжается, притом неважно, разумеется, там 30-ваттной или 60-ваттной зарядкой. Это раз. Два. Что ж такое? Вот. Два. Помимо всего этого, у него еще
комплекте, разумеется, ключ для извлечения слота гибридного. И все. Все. Мы, в принципе, все обсудили. Такое животрепещущее. Если у кого-то какие-то еще вопросы по девайсу остались, задавайте сейчас, либо в комментах. Потом будет не 12 тысяч. Просто привыкли плюс 3, плюс 5 от динамиков. Норм или нет? Все слышно хорошо. Так я сделал плюс 3 децибела. Нет. Да, так лучше. Но у меня уже желтая граница. Тут куда? Я уже сильнее не буду выставлять. Что дальше там, где красная, захват, он будет с шумами. Пацанчик, нет, это просто проблема в том, что у вас, скорее всего, динамики шалят. Но не будем о грустном. Так, поиграем во что-нибудь, нет? Я думаю, поиграем чуть-чуть. 30% заряда у нас есть. Вот так я его гонял, заряжал, и в итоге он съел все. Алекс Норм. Я уже тише сделал. Вот я, Евген, об этом и говорю, что одному хорошо, то другому может быть проблемой. Вот сейчас я переключаюсь на другие устройства. И здесь надо тоже сделать фильтры. Вам дополнительно усиление. И, наверное, на 4 децибела, потому что я буду вообще в другую сторону говорить. Даже на 4,2. Все, так норм. Когда ты приближаешься к экрану, очень хорошо слышно. Пацанчик, есть еще у вас регулировка громкости в ваших наушниках или еще где-то. И если вы ее сделаете на максимум, все будет отлично. Потому что перегрузы мне точно не нужны. Вот. А будет перегруз. Однозначно. На что можно S22 Ultra поменять? На S24 Ultra. На что еще? Какие еще у вас варианты? Расскажите мне. Вас же устраивает Samsung? Если устраивает, то на нем же и оставайтесь. Что нового купил? Денис, да переводчик еще вообще ничего в последнее время на сейле не купил нормального. Ну, у меня список есть из 50 устройств, которые уже на руках. Пылесос купил. Вон Игорь, оператор, себе его оставит в итоге потом. Если хочешь, на Samsung остаться. Так, если сравнивать процессоры одного телефона и Helio G99 Ultra, какой из них более убогий? Я не могу сказать, потому что это... Во-первых, сравнивать разную стоимость устройств. То есть низший ценник на Poco M6 Pro какой был? 14, а здесь 12. Ну вот, как бы и все. Если 12 тысяч, то какие претензии? Не забыл показать вам в инструментах разработчика все дела, включить и показать вам. Звуковые... Я напоминаю, что здесь стерео и довольно приличные рамки, то есть не огромные они. Разумеется, можно пульс включать, и режим предприятия нам не надо. Нам надо войти в телефоне. И вы стали разработчиком. Ей. Дальше идем в расширенные и для разработчиков. Для начала посмотрим, что у нас с... Кстати, нормально уже камера вторая работает. Ведь видно все, правильно? Или нет? Я могу более светлым сделать окружающую действительность. Давайте сделаю, наверное, да? Что оно же не помешает никак. А картинка, мне кажется, будет приятнее. Да? Да, чуть-чуть приятнее. Не чисто для оплаты через NFC с банковских приложений. Понятно. Когда какой-нибудь топчик по планшетам ждать? Когда они выйдут? Какой топчик вы хотите? Huawei какой-то оверпрайснутый или Samsung? Или Honor? У них все космос. То есть планшеты это не популярный девайс, так же как и ноутбуки. То есть это такая штука, которая никому не нужна. И вы думаете, ну она же мне нужна. Я с вами абсолютно согласен, но таких как вы мало. И для рынка, ну, вы, если Mi Pad 5 купили, зачем вам на что-то другое переходить? Mi Pad 6 купить? Ну вот сейчас будет Mi Pad 7 как-нибудь. И что они смогут предложить? Мне очень интересно. Так, смотрим.
Что у нас здесь есть интересного? Нам надо было включить. Нет, не то. Потребление энергии. Ей, старт. Старт. Нет. Close. Старт. Окей. Ну все. По чуть-чуть. Будем видеть, что у нас там FPS показывает. Да? 5 секунд. Ну что FPS показывает? FPS показывает 17, 29, 30, 29. Вообще какого-то лешего он показывает 30. Даже не 60. Либо лыжи не едут, либо я чего-то не понял. Сейчас я поищу в настройках. Но пока все плохо. То есть даже не... Я что-то ожидал хотя бы 60. Притом в менюхе 120. Нет, вообще тоже Surface View 30 показывает. Очень интересно. Давайте-ка посмотрим. А, все правильно, у нас же проигрывается YouTube сейчас. Пам-пам. Разумеется, можно 5 пальцев завести и 2 лица. Пальцы можно одинаково заводить. В частоте обновления мы не можем выбрать никакие приложения отдельно. Ну вот так. Номинальный внизу, активный 30. Ну, в общем, вот так. Ладно. Ладно. Я не понял, почему 30. Я все правильно понимаю? Почему, что здесь за дичь такая? Друзья, напишите мне, или у меня глюк. Вот у меня идет. О, вот сейчас пошел 60 FPS, смотрите-ка. То есть сначала он у меня показывал только 30. Сейчас все-таки 60 решил врубить. То есть он еще и рандомный. Иногда вы будете при 30 смотреть, иногда при 60. Нет, он показывает тридцатник. Action is Aqua. Я говорю, у меня какой-то не депресс, но очень близко к этому. Наверное, вообще связано это довольно подло скажу с тем, что я ожидал, что сейчас будет чуть-чуть передышка по девайсам, а их меньше не становится. И обычно же как? Техноблогеры прям копают до января, а потом в феврале спад, и к сентябрю мы опять там копаем. А сейчас получается, что очень много железок интересных, и они не прекращаются. Ну, это и неплохо, это хорошо. Просто я конкретно не вывожу. То есть я про себя говорю. В каком-то смысле вывожу, но не совсем. Так, YouTube без второго счетчика показывает 26, 37, 59, 60, 24 Surface нижний. Я вообще не понимаю, что за схема это, но будем разбираться. Можете написать, кто понимает, по какой причине мы имеем здесь... не имеем даже 60 FPS. Пацанчик, нет, это просто у них нормальные колонки, потому что я переслушивал, опять же, все слышно. Я не могу сделать громче, иначе у людей будет перегруз, те, кто слушают. Ну хорошо, я сейчас еще сделаю. Напишите, если не критично. Потому что я тоже переслушивал, было вроде все норм. Настройки. Отмена фильтра. Усиление. Ну вот прям 10 дБ поставлю. 9. 8,8 дБ. Вот так лучше? Там прям на границе все. Или лучше назад?
Так, все. Да не надо мне всплывающее окно с YouTube. Вообще какой-то заряженный тип оказался этот смартфон. Все, закрыли. Чтобы его дополнительно ничего не грузило. Ага. Закрыли, и параллельно он вылетел. Ладно. А, нет, все. Прогружается. Так. Я сейчас, наверное, инвентарь. Раз. Два. Надо одежду какую-нибудь собрать. Ничего полезного. Так, и... Ладно, и так пойдет. В шортах побегаем. По настройкам. Настройки. Графика и звук. Частота кадров высокую выставляю. Ну а все остальное по минимуму, потому что лагать будет все равно жутко. Но не факт в обычном-то PUBG. Надеюсь, что нет. Так, а что у нас? Нет, все докачано. Чтобы... качество использования графики не надо. 6 гигабайт еще не надо. Он параллельно еще начнет качать. Качал я, качал. Ну ладно. Для глушенных есть функция громкости смарта. Добавьте все, норм было и есть. Ну, может быть. Но норм сейчас много. Давайте я сейчас уберу, потому что я все-таки больше доверяю людям, с которыми я знаком. И я четко понимаю, что я переслушивал стримы, они и так без усиления нормально. Плюс 3 децибела. Либо. Таня, здравствуй. Привет, архитектор. Рад, что ты дошел. Галина, норм сейчас. Много. Я говорю, перегруз. Перегруз не нужен. Лучше, чтобы был недогруз. Вот. И все. По яркости мы помним, что здесь 700 с лишним люксов. Опять же, я не думаю, что это дело долго будет держаться. По FPS, ну, он 30 показывает, и хорошо. При допустимых 60. Surface View 29 FPS. Ладно, главное, работает. Николай Максимов, что много? Я 3 децибела поставил. Может тебя оглушить, давайте не будем на личности переходить. Пам-пам, -1. Я вообще не понимаю людей, которые приходят с претензиями. Тем более на стримы. Не тратьте свое и чужое время. YouTube это площадка, в которой никто никого нигде не заставляет смотреть. Я уверен, что ну, кто-то мучает себя своими моими стримами или обзорами, но вряд ли кого-то мучают. Много. Николай Максимов, 3 децибела это вот минимум. Потише сделайте. У меня не видно перегруза. Я же вижу в OBS, что перегруза нет. Просто я поближе микрофон поставил. Архитектор норм или нет? Universal норм? Так, мы не засекли. 27%. 27%. И я думаю, что вряд ли мы дольше сможем 30 минут играть. Но нам дольше и не надо. Никто не покупает за 12 тысяч смартфон, чтобы играть долго. Все в минималках. И 29. 26%. Что же такое? Так, скрин есть. Все, запомнили 26%, надеюсь, кто-нибудь? Ой, я сразу в скваде. Вырубаем микрофоны все. Норм все, идеал. Universal, спасибо. Будут претензии, пиши. Так, там у нас кто-то бежит.
Я думаю, сейчас первично это будут одни боты, потому что это обычный PUBG. С тачем какая-то беда, конечно. Пять патронов. Есть. Так, это раз. Вообще тач беда. Хотя у меня с другой стороны кнопка-то маленькая. Опа. Очень похоже на настоящих игроков. Прям совсем похоже на настоящих игроков. Конкретно похоже на настоящих игроков. Раз. Два. Наверное, народ играет примерно на таких же устройствах, как и я. Зачем ползать? Уже все. Под лаун даже воевать не хочется. Ну да, есть такое. Так, а что этот тип с чем был? О, ничего ж себе с аугом. Ну да, обломно было так проиграть. С таким комплектом было неприятно. Всем привет, Денис, привет, Велавана, привет, Александр, вижу, поставил карту видеозахвата на камеру смартфон. Нет, нет, просто поставил 50, получается, мегабайт в секунду в OBS. И задержку вроде бы выставил. Но мне кажется, что уже нормальная картинка, нет? О, типок бежит. Мне кажется, здесь все карты маленькие. Все. Крутой игрок, пытается... 4 патрона понадобилось, чтобы добить. 4. Сильный тип. При том, что он еще и не в зоне был. Как бюджетник? Ну, это ультра бюджетник. 12 120 долларов. Почему? Потому что считайте, что если по курсу старому в 76, то это 9. Не, ладно, ультра бюджетники 6, наверное, все-таки. Низкий бюджетник.
Картинка стала лучше. Я рад. Я рад, если она стала лучше, потому что разница небольшая по... И задержку я выставил еще. Может быть, поэтому. Рад, что у нас получается. Все так. Все, теперь мы можем... Опа! Вы видите этих типов? Я вижу. Я думаю, они меня тоже. Удёшки. Что их двое, а я один. По-любому они думают, меня легко убить. Да ёшки. Да, легко. Не знаю, почему у меня такая беда с оружием. Он не знает, что у меня аук. Да, вот так оно и бывает, чувак. Когда слишком поверил в себя. Надо по-другому, конечно, распределить кнопки. Ну, кого-то там вынес, наверное, потому что их же два бегало. Оптика и настройка решает. Да, наверное. Так, вот смотрю я там типок. Раз. Два. Но он понял сразу, что что-то не то. Начал прятаться, лечиться. Ждет, что подойду. Вообще мракобесно, конечно, играть на таком смарте. Но я думаю, что они играют примерно на таких же. И можно чувствовать свою эпичность, не проигрывая сильно. А главное настроить все-таки управление, потому что здесь дело было вечером настроить, что мне неудобно. Вот этот вот размер. А где размеры? Что за лабутень? Не сохранять. Настроить. Нет. Почему размера здесь нет? А, все. Вручную это делается, видите? Как интересно. Как я и предполагал. Так. Боковой. Сохранить. Все. Так, и выйти. Пока еще не вынесли меня. Я ж правильно понимаю, что он 28 FPS показывает? 29. Надо еще, кстати, все-таки New State скачать и попробовать еще его. Отдыхаем от флагманов, да, по чуть-чуть. Там такие зарубища. Ох ты, ёшки. Вот это было серьезно. Типу не повезло, я успел кнопки переназначить. Опа. Мне не повезло, потому что я не вижу типа. Он меня видел.
То чувство, когда ты не видишь... Ох ты! Не видишь противника. Но вообще не похоже на ботов. Их прям так много, что очень близко все. Есть ощущение, что у вас, что это не бота? Просто люди не очень играют. Или еще с более тормознутыми девайсами, как и я. Мучаем тач. Да вроде ничего. 11% уже съел. Ну, точнее, 11 минут отыграли уже. После первой катки посмотрим, какая яркость. Бежать у Гуго сколько? Ничего не перезарядил. Вообще нигде не лутался, только бегаю этих типов выношу. Ох ты, ёшки. Ё! Да заколебали вы меня уже. И чего, еще один был? Все, не зря заикнулся. Так, стоп. Не-не-не, выходить надо. Выходить... А где выйти здесь? Все, выход в лобби. Ну и яркость мы сейчас проверим. Плюс 96. Не забываем прожать лайк все, кто пришел. Я понимаю, что это максимально неинтересная, наверное, тема. Но посмотрел обзор, успел стрим. Оптика и настройка решает, да. Надеюсь. Нет, начать. Сейчас он у нас найдет. Где мы полетим. Все, полетели. И смотрим яркость. По-моему, не сбросил. 730 так и было. То есть пока все хорошо. Ест он, конечно, как не в себя аккумулятор. Ну, что делать? Что и требовалось доказать, как бы. И Sony не меняешь, значит, яркость не упала. Ну да, да. Но опять же, она могла незначительно упасть и могли не заметить. Лучше перепроверить. И Геншин сегодня будет? Нет, я думаю, что маловероятная эта тема с Геншином. Вот прям почти нулевая вероятность с Геншином. И так неплохо играется. Но кондишн надо включать, уже жарковато. Неоспорт, привет. Который выбирает между Oppo X7 и Samsung S24 Plus. Я бы взял S24 Plus. Ну, вы сравниваете немного разные смартфоны. Но опять же, Samsung не сейчас брать. Чуть позже. Мое мнение. Есть ощущение, что он сбросил чуть-чуть яркость. Не сильно, но сбросил.
Еще какой-то вибро сработал. Вибро, конечно, максимально дешевое. Такое. Так что не ждите здесь ничего. Супер фееричного. Но главное, работает, как говорится. 12 штук. Кто бы мне сказал, что я на стриме буду тестировать смарт за 12 тысяч? Мне будет это еще и даже интересно. Ну, мне реально интересно. Если бы он стоил 14-16, мне бы было менее интересно. Но так как он стоит 12, это прям топчик. Сегодня 12. Самс на снапе будет. Я же говорю, Samsung. Брать Самс. Допилят они все. Ну, прям я не верю, что они забьют и не будут допиливать. Пока все, да, все нехорошо. Поэтому я и глумлюсь над этим делом в каком-то моменте. Но я четко помню, что... Поэтому у меня Samsung S24 здесь и лежит. Я жду обнову. И потом уже пообщаемся по поводу этой обновы. Когда она будет. Она, я думаю, будет довольно скоро. Да, с FPS тут, конечно, вообще беда бедой. У одного из наших игроков отвалилась сеть. В скваде осталось 3. Вот сейчас уже чувствую легкие фризы. Раз. Похож на типа, у которого интернет и телефон хуже, чем у меня. Что он даже прячется. Залут. Вообще нормальные типы залутаны были. Еще и 2. Так, надо было взять у него оружие. Двадцать третьего тоже ведь поначалу впечатлил. 23-й поначалу был вообще мракобесным. Просто хотелось его убить, выбросить и забыть о нем. Но в итоге все получилось норм с ним. Так, что у нас здесь? Ничего. Ничего полезного. 5.45 нам нужно. О, иксы. Что, места нет? Раз, два, три. Можно 100 патронов выбросить из этих. Интересно, а в нормальном PUBG можно как-нибудь настраивать, чтобы у тебя не было... Это, кстати, не лайт. PUBG не лайт. Чтобы ты набирал какое-то количество патронов. Там, до 200, допустим, 5.45. Или это сложно? Через 6 лет стримов я озадачился такими вещами, да? Ну нет, не во всем беда. Почему? Я же говорю, видите, даже играбельно. Где-то у меня посыл, что это плохой смартфон. Я бы стрим на плохой смартфон не делал бы, поверьте мне. То есть, если я считаю, что цена-качество соответствует, то тогда есть смысл вам рассказывать. Потому что, ну, в противном случае можно просто... На 13C я точно не буду делать стрима. Вот прям миллиард %. А на этот можно попробовать, почему нет. Где 7,62 патрона? Где они? Опять 5,45 точнее. Все мы бегаем в зоне. Мне так нравится, здесь очень часто первого левела шлемак выглядит как третьего. По ощущениям, по внешним. Что это такое? Ну, просто нет патронов, прикиньте. Просто нету. KX4.
Здесь одиночная. Можно использовать как О. Как снайперку. Ты бы мог вебку перенести влево наверх. Зачем? Еще одну типа поставить слева, чтобы себя снимать. Ну, контролировать 3 места. Такое себе. Может быть, вы правы. Может, я налево и правда ее поставлю налево. Но мне видите, что удобно. А разве обычно ее не справа ставят? Или вообще не важно, откуда ты, в какое место ты будешь ее ставить? Так и так же видно, как я играю или нет. Моторола в этом году что-нибудь будет интересно выпуска? Ну, это спросите у Моторолы. Ну, кстати, да, странно, что давно нет ничего от Мото. Вроде бы телефон в кадре. Что телефон в кадре? Я понимаю, что телефон в кадре. Я понял. Лицо. Сейчас сделаю. Давайте вправо. Да, в левый верхний угол. Вправо. Умно. Так удобней? Я просто думал, вы имеете в виду что-то другое. Не забываем прожать лайк. Я понимаю, что довольно специфичный девайс. И уж тем более довольно специфичный контент по этой причине. Но вполне возможно, кому-то будет полезно. И, разумеется, не забываем подписываться на канал. Даже бюджетники имеют право на жизнь. 22 минуты уже отыграли. Еще 8 минут, и можно будет подводить итоги. Есть смысл скачивать, конечно, может быть, что-то еще, но... Так, здесь у нас это на мотоцикл похоже, не на бегущего типа. Угу. Здесь прям зарубы. Еще единичка бегает. Уже наверху. О, патрончики, которые нужны. И минька, которая тоже нужна. Но в итоге мне 7,62 вообще не надо, получается, да? Забыли о них и все. Нет, теперь патроны не нужны. Тоже не каждый день такого увидишь. АК. Ну, говорю, зато бюджетники тоже люди покупают. Особенно за вменяемые деньги. Почему нет? Шопинг. Что у меня там? Приобрести. Я не знаю, что это такое, но окей. Шопинг. Меня все вроде устраивает. Ксы 4. Нужно 8 вообще новинку повесить. Патронов бы найти еще. Был бы огонь. Ну, яркость упала. Мне тоже так кажется, что чуть-чуть. Но не факт. Не факт. Мы сейчас увидим. Скоро.
Так, а зачем мы туда идем? Нам надо идти отсюда. Идти брать машину и ехать в центр. Еще 4 минуты выжить и все. Качественные бюджетники многих... Опять же, как долго он будет бюджетником? Ну вот аттракцион это невиданной щедрости до завтра до утра. 12. Не Аспорт, 12. Сейчас 12 тысяч рублей он стоит. 12 тысяч 98 рублей. Вот сейчас. На момент того, как мы играем. И по мне это прям, да. Что-то очень крутое. Там точила еще одна. Опа. Жужу, здорово. Как твои делюги? Так, это все та же тарантайка. Что он делает? Зачем он выпрыгнул? В чем логика-то? Или типок хотел самоустраниться? Даже не захилился. Или Не, он все, захилился. Сергей, здорово. Всем виват. Делаем то, никто, как-то никто, кто ничто, что никто никогда не будет делать. Прожариваем смартфон за $120. Ну, реально так интересненько. Конечно. Александр Белячков, привет. Мне, кстати, YouTube почему-то твои все время комментарии в банке дает. Я их, конечно, разбаниваю, но я абсолютно не понимаю, почему. То ли ты комментов везде оставляешь просто море, то ли я не знаю. Что он делает? Ну и ладно. Опа. Что-то не понял вообще никак. Где он? Уже вынесен. Ну и хорошо. Теперь патронов море. Ёшки тут. Набор просто. Игровой набор. Вообще, как я знаю, церковь в подобной игре, она такая, считается, грамотная позиция. Видно все вокруг. Опять вибро что-то сработало, ладно. Так, и... Говорят, ты только не пали позицию, да, это про меня. Чувак, который еще и прыгает. Дарили ноуты, прям топ. $12К, не 13. Провменяемо. На S24 Ultra, наверное, после Рокфона 8. Я хочу подождать обнову. Они на S24 выгрузили обнову на видео-фото. Я говорю, у меня какие-то... Меня как это называется?
Моральные силы покинули. Я не знаю, как вам объяснить. Может, я завтра проснусь и буду такой, ей, уже заводилка. Ну, а сейчас какое-то не фееричное настроение. Не блогерское. Блогерские же они должны быть такие, ей, хо-хо, всем привет. А у меня такое, ну, хороший смарт. Хорошая стоимость. Чуть-чуть сбросил яркость. Ну ладно. Так, 31 минута, пока я не увлекся. И пока он не успел восстановить яркость, хотя он, по-моему, этого не сделал. 650 люксов. Ну, в целом, 100 люксов он сбросил, но это несерьезно. Если говорить про разряд, было 30%, сейчас 19%, то есть 30% было или 32%? Сейчас 5 секунд. Что, по ощущениям, он ел много. Нет, стоп, это не то фото. Меня интересует, 30 или 32 было? Кто у нас тут? Конечно, система одновременно, когда у тебя и то, лагает просто лютейше. Что неудивительно. 26 было? Но если 26, то это всего 7% в полчаса, что ли? Смена скриншота. Вот все сделал, кроме скрина процента. Ну что это такое вообще? Ладно, поверю. 26, 26. S24 Ultra, да, на драконе. Я, честно, если могу выделываться, я уже не помню, если я сознательно покупал на этом или нет. На Demenс, на Exynos. 26,7, 14% в час. Датчик приближения почему-то работает нормально. Я не знаю почему. Не спрашивайте у меня. То ли он физический, то ли... Не знаю. С этим вообще смартом никаких нет проблем. Показывал в начале. Да все норм. Ничего не хотим от бюджетника. Это вообще все нормально, хитрюк. Нормально, что он работает. Классно, что он работает. Вот. И по большому счету мы уже проверили все, что только можно. Еще какие-нибудь есть идеи, что здесь еще проверить? Просто ждем, когда меня вынесут. Благо здесь еще 45 живых. О. О, дроп. Едем к дропу, там все быстро закончится. Особенно учитывая, что у меня минька на руках. Под разными углами все нормально видно. Я говорю, я не знаю, там в S24, по-моему, у кого-то была паника. И... Опа. Двух я снял. Или это не я? Или они сами снялись? Так а что я не набираю? Ничего. Что у меня слишком много всего? Залутанные, типа. Круто. Ой, третья каска. Но она хуже, чем моя, получается. То есть лучше вторая полная, чем третья такая. Ну ладно. Еще странная тема.
Так, все. Мы по полю идем. Да. 36 минут. Я не знаю, Алексей, у вас это где? На Алиэкспрессе это у нас. 12 тысяч сейчас. И насколько это выгодно, это беспредельно выгодно. По мне. То есть я очумел, когда они ценник 12,9 сделали. А когда они сделали 12,098, ну это прям вау. И он даже без намека, что он не будет играть, я вам скажу. То есть все как играло, так и играет. Живых 15, нигде не видно никого. Я как, кстати, проф играю на минималках. Я вот правильно понимаю, что это 30 FPS у нас? Верхняя. Surface, Tencent, Game Activity 29-30. И нижняя 60 FPS. Это то, что, по идее, он может. Как они счетчик сейчас отмеряют? Game Activity 29, по идее. Асфальт 8, не, вообще не вариант. Да, не факт, что они его не сломают с обновами, но факт в том, что сейчас в этот ценник он прям норм. Ну, я не думаю, что прям бюджетники-то чего они будут ломать. Chicken Winner почему? То есть он кого-то убил? Или нас было трое, получается? Зум не работает. Ну и ладно. В общем, мы вывезли. Говоря о наших покемонах. Смарт молодец. Если говорить про целесообразность подобных обзоров подобных девайсов, я думаю, это спрашивать у вас. Но если вы приходите, значит смысл есть. Напишите на 13 Pro, делать ли подобное. Я думаю, делать. Что если мы с тренажкой, ты на 4G, которая супер дешманская, собрались. И, скорее всего, на воскресенье. Либо сначала завтра ROG Phone 8 Pro, но я не настроен. Наверное, послезавтра. Через день хотя бы, да? Не забудьте подписаться на канал. Огромное спасибо всем, кто пришел. Денис, Андрей, Алексей, Евген, Сергей, Нует, Алекс, Джордж, Денис, Рамзес, Universal, Альберт, Емеля, Андрей Сиренко, Биг Сама, Архитектор, Олег, Велована, Денис, РНК. В общем, всем спасибо большое, что зашли. По большому счету, мы свою задачу выполнили. Смартфон проверили. Работает он классно. И я считаю, что нужно даже бюджетки так прогонять. Может быть, у кого-то какие-то мысли будут. Вот смотрите, допустим, у нас сейчас мысль правильно была, что вполне возможно это дело потом окирпичит. Но на данный момент фотки классные. И я считаю, что смарт очень даже достойный. Вот. Мое субъективное мнение. Надеюсь, с ними вы согласитесь. Вася Пупкин. За любую движуху, да. Всем добра. Огромное спасибо, что зашли. Девайсу за 12 штук.